Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена. И мы здесь смотрим все о наших дорогих, любимых, бывших, но которые еще почему-то вспоминаются. И нельзя никого забыть. Нельзя. Можно просто отодвинуть и пойти дальше по дороге жизни. А самое главное, о прошлом нужно всегда думать с радостью. Потому что когда вы познакомились со своим мужчиной, вы кружились и вертелись, вылетали, как бабочка. А что потом вы сотворили вместе? Это другой вопрос. Или сразу где-то ошиблись. Все равно в любом случае надо всегда все. Прошлое, оно в прошлом. Но если оно вдруг возникает в наших головах, вдруг в сердце, вспоминать надо с улыбкой и с радостью. А если в сердце осталась еще к этому человеку любовь, значит, это вселенская любовь из прошлых жизней, из прошлых воплощений. Пусть она будет в сердце вашим огонечком. А вы живите дальше своей жизнью, уже, может быть, с другими семьями, с другими людьми рядом. И радуйтесь просто жизни. И сегодня мы будем смотреть «Ваш мужчина». Я не люблю слово «ваш», потому что никто не собственник, но такое название просто расклада. Ваш мужчина, которого вы загадали, настоящий или бывший, что у него изменилось, что у него, какие у него дела, какие у него мысли. И мы будем смотреть вот на вашего человека. Смотрите на эту карту, слышите мой голос и просто представляете перед глазами этого человека. Называете его имя. И мы начинаем смотреть, в каких он сейчас энергетических вибрациях. Пожалуйста, запись по WhatsApp, Viber, Telegram. Только пишите смс. Сначала плюс, а потом все цифры. Таков международный режим написания номеров телефонов. Так, и давайте смотреть, в каких он сейчас у нас вибрациях. Ой, знаете, ему хочется как-то тоже полететь. Ой, знаете, у него сейчас или такое настроение полететь, открыться, и денег побольше, и страстей, страстей. Вот что-то хочется ему разгуляй-разгуляева. Хочется ему разгуляй-разгуляева, но у него все закрыто. И у него все перекрыто. И смотреть мы еще будем сегодня на маятники, гадания на маятники на этого человека. Так, разгуляй-разгуляева перекрыт. Им хочется. Он хочет полететь. А крылья ему кто-то взял и обрезал. Как петуху, который во дворе главный. С курочками. Так. Знаете, у человека сейчас какой-то выбор в решении каких-то проблем. Его мучают какие-то проблемы. Это может быть подписание каких-то договоров, контрактов. Также это может связано быть, общий расклад под себя, смотрите, связано со здоровьем, какие-то справки, бумаги и выбор. Человек, в каких он сейчас тональностях, в тональностях он таких минорных. Он хочет мажорные, а ему бабах по пальчикам. Нет, нажимай на черные клавиши, чтобы был минор. Ре минор, так скучноватенько, чтобы было. Потому что у него внутренне или конфликт с кем-то, то есть ему почему-то хочется с кем-то поспорить, или конфликт с самим собой. Что-то как-то, да. Тут и со здоровьем не очень, и у него такое сейчас состояние, что он со всеми не может найти общий язык. Они с ним говорят на французском, а он почему-то на японском. Он им пытается говорить на родном, а они ему вдруг на арабском и так далее. Вот такие у него сейчас вибрации. И вообще человек находится в темноте, а ему так хочется взлететь. Полететь, как орел, расправить крылья. Но он врезается в огромную скалу и не может перелететь эту скалу. Вот такие у него сейчас, вот такие вибрации. Почему, не знаю, вы, может быть, где-то знаете лучше. Я то, что вижу, то говорю. Но это общий расклад. Лично, пожалуйста, заказывайте лично. Так, ну и давайте смотреть. Сейчас я этого человека найду. Я его в общую колоду положила, но он не выскочил.
он старается скрывать все свои вот эти эмоции и чувства, потому что он считает, что мужчине не подобает в каких-то эмоциях жить. Мужчина должен чего-то решать, манипулировать, действовать. Так, это я сразу сюда положу, чтобы нам потом не забыть. Так, какие у него сейчас дела? А дела, да, хлопотанные дела, и какие у него мысли. Возможно, мысли о вас. Какие у него сейчас дела? Так, а оно говорит, мне возьми вот эти карты. Вот эти карты, которые сделали Сергей Логинов и его жена Лариса из Харькова. Так, какие у него дела? Дела у него, знаете, какие-то хлопоты. Вот я говорю, чего-то он хочет, вот знаете, он хочет найти какой-то выход, а получается в разные стороны бежит какой-то лебедь, рак щука. Какие у него дела? Да, у него дела, действительно, нужно какие-то дела разрешить. Он очень злится. В каком-то как проигрыш. Извиняюсь. Какие у него дела? Я просто карту уберу. Карта туз чаш. Знаете, он почему-то злится. Может быть, у человека что-то с его половой системой. Или не хватает ему вот этих радостей мужских, потому что он очень злится, а вышел туз чаш, он хочет удовольствий таких. То есть, знаете, что у него идет в делах? Он считает, что дела всегда спорятся тогда, когда у мужчины есть какие-то всплески эмоциональные, связанные с женским вот таким вот. Ну, он такой. Убираю почему карту, потому что сейчас глушат, нельзя. Нельзя показывать раздетые тела. Что у него в делах? В делах он действительно хочет объединить компанию или хочет пойти на какую-то работу, или вы есть, понимаете, где много народу. Ему надо, чтобы было много народа. Тут есть лидерские качества этого человека, но ему все перекрывают. Вы понимаете, он расправил крылья, полетел, крылья подрезанные, врезался в гору. Самолет не справился с управлением. Что у него в делах? Знаете, вот спрашиваем, что в делах, а у него одно. Он хочет интимных отношений. Может, они у него и есть, понимаете? Для него почему-то странный какой-то мужчина, может быть, не странный. Мужчины так и думают, когда они знакомятся с нами. Запомните, девочки, это психология. Спросите у любого мужика, чтобы он честно ответил. Когда они с нами знакомятся, видят, кто-то видит сразу сиси-писи, кто-то посмотрит на личико, им важно личико. Но у них мысли, они действительно самцы. Как победить эту женщину, чтобы она была под ним? Потом уже все начинается крутиться, если подходит еще. Ну вот так вот мужчины. Они не так, как мы. Большинство женщин, ой, все, это мой единственный, он мне так понравится, все, это мой женюх. А у них не так. И тут действительно идет, что ему, знаете, ему перекрыли канал любви. Вот у него любовь – это только интимные отношения. И вот это все в делах. И знаете, оно мешает ему и в делах, потому что, знаете, ему что-то перекрыли, и для него нужно, чтобы вот это вот было чуть ли не каждый день. А если у него уже потухло на 5:30, то это просто вызывает психический взрыв. У человека уже кукуй не кукуй может случиться, потому что он весь связанный и перевязанный, в цепях довязанный. Так, что у него в делах? И в делах он, понимаете, он хочет идти вперед, а у него получается, что он как во сне бежит на одном месте, а в жизни он обороняется. Никак не дают ему идти вперед. Почему? А потому что грусть, тоска его сжигает. Вот я говорю, он только думает, о ком он думает, о всех женщинах подряд или о ком-то одной. Возможно, о вас, но не вышла королева, не вышло никакие, то есть женщина, вышло вот страдания. Ну, давайте посмотрим, а мысли какие. Ну, а мысли у него такие. Я главный мишка на льдине. Главный мишка на льдине.
А мыслит он о женщине, возможно, о вас. 90%, что мыслит он о женщине и, возможно, о вас, именно о вас. Он мыслит о женщине, которая даст ему женскую силу, которая императрица, и он при ней будет главный мишка на этой льдине, а она с ним рядом. Ему не хватает этой энергии. И эти мысли, знаете, человеку очень нужны вы, потому что вышла императрица и жрица. Это сочетание, когда женщина обладает эзотерической энергией, энергией притяжения, энергией исполнения. Вот какие у него мысли. Тут мысли о вас. Потому что вы давали ему, или даете, если бывшие, то давали, вы давали ему именно эзотерическую женскую энергию, которая поднимает мужчину на высоту, и который взлетит, как орел. И вот эту гору он перелетит, он сядет на вершину показать: я истинный герой. А тут как-то выходит, что вы отвечаете, как Руслан и Людмила: герой, я не люблю тебя. Ну, это я так вот говорю. Он думает: я не знаю, что, я не знаю как, но этот мужчина думает о вас. Может быть, он со всеми женщинами мира, с какими там хочу, не хочу, но думает он о вас, потому что вы воплощение всех желаний, вы воплощение чего-то такого, что он никогда не встречал, а самое главное, он не понял изначально. Потому что очень часто мы изначально не понимаем. Вот и он не понял изначально. Какие у него мысли? Это мысли о вас. А мысли у него, даже тут не мысли, мысли у него путаются. Вот что-то на нем такое есть. Тут надо, конечно, если вам надо индивидуально смотреть, что на мужчине. Потому что мужчина все время в страданиях. Страдания сущности на нем. Потому что страдания — это сущности, это какие-то болезни сразу. И тут какое-то не свое. И у него страдания от того, потому что человек, он... Вот человек, знаете, или он действительно ходок и большой ходок, потому что у него еще на 12 стрелочка. Если мужчина уже в возрасте, то он это совершает, эти ходки в интернете, еще, то есть он не может, ему нужно добывать эту энергию, добывать. И знаете, а он от этого страдает, ему нужна вы единственная. То ли вы не находите с ним общий язык, если он настоящий, вот что-то недопонимание, потому что разные психологии, и нужно, всегда я говорю, женщины, мы мудрее. Ну, изучайте психологию, как устроен мужчина, и тогда просто он будет ваш, если он вам нужен. А если не нужен, ну тогда зачем вся эта игра? Надо получать вот в отношениях гармонию, радость и любовь. Нету этого. Отходите, уходите, бросаете. Не надо ждать, когда он уйдет. Уйдите сами. Так, что у него за мысли? Мысли о вас. Мысли, да, он хочет как-то подняться. Действительно, то есть ходок, возможно, член мирового сообщества, интернетного сообщества. Потому что сейчас это очень-очень болезненно. Из-за этого многие пары расходятся семьи из-за интернет вот этих писюлек. Именно так я говорю, писюлек. Это стало очень-очень трагично. Вот у меня сейчас на часах выпало. У меня такие электронные часы 20:02. Конфликты. Вызывает конфликты, раздоры, ссоры и расставания. А он мыслит, что он обойдет весь свет, весь мир, станет героем нашего племени, и вы к нему приползете. Вы приползете, и этот мужчина по-другому не умеет, его лишили этого любви, и он мыслит, что он будет управлять всеми женщинами и вообще людьми, и вами в том числе. Вот такие у него мысли. Возможно, это нормальные мысли, но если вы не хотите быть куклой в его руках или пластилином, то, конечно, для вас это будет ненормально. Ну вот, например, лично Вивьена не могла бы быть в таких отношениях. Очень короткое время. Дальше бы она взорвалась, повернулась на каблуках, и как она делала. И пошла вперед, по дороге светлой. И вам по светлой дороге радости, счастья, любви и понимания. Понимание. А чтобы понимать, нужно восторгаться мужчиной.
Да, мужчин надо всегда хвалить и восторгаться. Так невзначай, знаете, ой, ой, я тут чего-то тут не успела приготовить. Ой, ну ты такой у меня терпеливый, ты такой мудрый, ты сейчас подождешь, сейчас я все доделаю. Ты так, понимаете, невзначай. Не просто хвалить, ты самый умный, самый хороший. Это не слышится, а невзначай. Ой, я знала, что у тебя так все получается, получится. Ты же молодец какой. А теперь мы смотрим на маятники. Так, возьму тогда в левую руку, потому что вот снимаю неудобно. Ну и давайте посмотрим. Вот он, наш мужчина. Называйте свое имя. Имя мужчины называйте громко. Вивьена вам начинает смотреть на маятники. Ваш мужчина. Слышите мой голос? Называйте громко, пишите в комментариях его имя, если хотите. Имя его, и мы смотрим, и маятник нам расскажет. Маятник, соберись в хрониках Акаши, соберите общего вот этого мужчину, женщин, которые смотрят это видео. Если да, то на меня, если нет, то по горизонтали. Маятник, покажи. Так. Ну, а теперь ты будешь, маятник, нам отвечать? Да, если по кругу, то колдовство будет, маятник, ты знаешь. Скажи, пожалуйста, маятник, есть ли у этого мужчины еще чувства к женщине, которая смотрит данное видео? Чувство есть. Спасибо, маятник. Скажи, маятник, это чувства любовно-сердечные из сердца? Так, ну здесь мужчина не знает. Сердечное, сердце. Ну, я говорю, он не умеет любить, так как мы представляем это именно женщины. У него физическое притяжение к вам. Да, маятник говорит да. Вот так он умеет. Скажи, маятник, мужчина хочет манипулировать, что-то взять у вас, той женщины, которая смотрит. Четко прям сразу показывает, да, манипулятор. Он хочет взять энергию вашей силы. Да. И есть ли тут мужчины, которые хотели бы еще с энергией взять и что-то материальное от этой женщины? Маятник показывает «не знаю». Не знаю, не знаю, вертится. Вообще-то есть. У кого-то, кроме еще энергии, материальная. Но здесь мужчина имеет чувства. Так, и давайте смотреть. Он часто думает о вас в голове. Да, мужчина часто думает. И теперь скажи, ты хочешь расстаться с этой женщиной навсегда, или ты хочешь, чтобы эта женщина была с тобой? Ты хочешь, чтобы эта женщина была с тобой? Мужчина? Да. Принимаю, приобретаю, пока-пока. Пока-пока, пишите, принимаю, приобретаю. Называйте его имя. Вот видите, здесь все равно показывает. У мужчины, в общем-то, положительная энергетика. Мужчина о вас думает. Хорошо это или плохо, неважно. Самое главное, я вам еще раз говорю, не надо о бывших, если бывшие, и о настоящих думать плохо. Не надо выпускать яд, потому что тогда этот яд, отскакивая от него, в 300 раз возвращается к вам. Так, и теперь мужчину мы спросили. Пишите в комментариях «принимаю», «приобретаю». И теперь мы просто посмотрим на мужчину, на этого. Начальные трудности. Вот эти трудности у него какие-то. У мужчины трудности. Опять выскочила. Опять выскочила эта же карта. Опять трудности. У мужчины трудности. Он переосмотрел свою жизнь. У него трудности. Он понимает, что
Знаете, он надеется на то, что с вами еще не конец. И что он от вас получит это питание, эту силу, эту радость. И он понял, что есть внутренняя правда, что, знаете, человек очень много переосмыслил в этой жизни. Пожалуйста, жду вас в Телеграм, мы там общаемся, смотрите видео, где чистки есть. Давала видео с ладонью, она очень хорошо помогает. Вам всем всех благ, радости и счастья.